Всем привет, друзья! Сегодня на обзоре у нас будет очередной фонарик от фирмы Wurkas и модель нашего фонаря TS26S. А перед обзором хотелось бы, друзья, всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Почему с наступающим? Так как видео я записываю 31 декабря. Ну и вот тех людей, кто будет смотреть уже мое видео в 2025 году, конечно же, я поздравляю с Новым годом. Всех благ, крепкого здоровья и, конечно же, много-много-много денежков. Ну, а теперь поехали. Давайте смотреть, что у нас здесь приехало. Видите, коробку почта совершенно помяла. Очень обидно, досадно. Ну, как говорится, да ладно. Итак, модель, опять же, нашего фонаря TS26S. Цвет черный. Построен наш фонарик на базе 4 светодиодов Nichia 519A. На борту 5000 Кельвин. Полный набор. И, конечно же, сделано в Китае. На обороте у нас указаны режимы, то есть это эко-режим 3 люмена, низкий режим 30 люмен, средний режим 200 люмен, высокий режим 750 люмен, ну и, конечно же, турборежим, который работает, вы сами понимаете, не особо долго, даже не то, что не особо, а совсем недолго, это 3100 люмен. Стробоскоп работает на тех же 3100 люмен. Итак, заряжается наш фонарик 2 амперами, 5 вольтами, на борту 30 ватт, водонепроницаемость IPX8, это означает, что наш фонарь можно погрузить ненадолго, будем говорить так, на глубину не более 2 метров. Ну и дальнобойность нашего фонарика небольшая, 191 метр, так как фонарик у нас ручной, предназначен для каких-то ближних действий. Вскрываем, смотрим. Опять же, коробка, видите, в усмерть, как говорится. Наша шкатулка открывается, как всегда, на магнитиках. Итак, здесь мы видим такую памятку о том, что нужно удалить из нашего фонарика между аккумулятором и задней крышкой изолятор. Имеется инструкция на множестве языков, но, к сожалению, друзья, русского языка здесь у нас нет. Имеется темлячок и 2 запасных резиновых колечка. Конечно же, кабель зарядки USB-A на Type-C. Длина кабеля метр. Вы уже, наверное, все это знаете. Ну и вот наш фонарик. Очень, друзья, классный фонарик, классно просто выполнен. Я тоже смотрел обзоры, вот, по видео смотришь, ну, что там, фонарь да фонарь. Но когда берешь его в руку, это просто суперская вещь. Давайте я поближе вот его покажу. Имеется сразу же, давайте будем смотреть, скоба. Скоба у нас двухсторонняя. Кнопка включения-выключения. На кнопочке мы видим какого-то тут кляксу или какого-то жучка. Я думал, это у меня проблема, но нет, это фишка Wurkas и именно фонариков вот этих вот 26-х. На задней крышке у нас указана правильная установка аккумулятора. Здесь разъем зарядки Type-C. Резиночка, друзья, у нас закрывается очень-очень плотно и аккуратно. Ну и вот видите, какая фрезеровка. То есть фонарь наш изготовлен, выфрезерован из аэрокосмического, как они утверждают, алюминия. И вот такой вот классный дизайн. То есть какая-то не то 6, не то 7-заходная резьба сделана. И вот это вот вся фишка этого фонарика. Як кажуть у нас у Беларуси, узял руку, маешь вещь. Ну и плюс не блестящее матовое такое анодирование. Придает фонарику вообще такой классный вид. Так, у нашего фонаря в нашей крышке есть магнит. Магнит достаточно мощный. Все время показываю вам на ноже. Ну а теперь захотелось мне показать магнит. Силу магнита на отвертке. То есть посмотрите, какой диаметр. Диаметр около 10 мм. И вы сами понимаете, что площадь соприкосновения просто минимальная. Одна ниточка. Итак, вот смотрим. Фонарик оснащен аккумулятором 21700. Фонарик спокойно висит. Ну и, конечно же, спокойно держит нашу вот эту отвертку. То есть магнитик здесь довольно мощный. Ну, на борту имеется кнопочка. Кнопочка, я вижу, ремонтоспособна. То есть вот этот вот безель кнопки, наверное, выкручивается. И кнопочку можно как бы прикупить, наверное, и заменить вот саму эту резиновую часть верхнюю, которая при частом использовании бывает у нас и прорывается. Итак, откручиваем фонарик. Смотрим, что да как. В нашей крышечке, как всегда, позолоченная пружина. Пружина довольно жесткая, друзья. Имеется, видите, отверстие под темлячок комплектный. Ну и вот наш изолятор. Изолятор full.
И вот наш аккумулятор. Аккумулятор Вуркас, типа размер 21700, на борту имеется 5000 мАч, значит 3,6 вольта. Друзья, аккумулятор я уже не тестировал, мы их с вами, наверное, перетестировали огромную кучу, и эти тесты показали, что вот Вуркас и Сафирн аккумуляторы соответствуют, либо сильно приближены значения к заявлению. Ну и вот наш фонарик. Значит, тело фонарика у нас опять же разборное. Разбираем. И смотрите, как интересно уже установлена наша скоба. Скоба установлена, вот одето кольцо. Сверху у нас лежит резинка. Надеюсь, вы видите. Резьбы смазаны силиконовой смазочкой и здесь, и здесь. Ну и, соответственно, нашу скобу можно перемещать, куда мы захотим. И теперь смотрите прикол. Смотрите, какие глубокие фрезеровки здесь, да? А теперь смотрим сюда. Очень тонкая стенка, и вот непонятно, как это все дело сделано, изготовлено и отфрезеровано. Очень тонкая стенка, а фрезеровка глубокая. Просто супер изготовление. Здесь у нас плюсовой контакт довольно тоже жесткий. Видите, 4 лепестка. Это у нас контакт минус для контакта с самим тубусом аккумулятора. Вот. Ну и вот такая вот головка. 4 светодиода Nichia 519A. Давайте открутим мы и безель. Я его уже сдернул, чтобы на видео было все проще и легче. Итак, смотрим. У нас установлена тир-линза. И вот такая вот картинка по нашим светодиодам. Тир-линза имеет 4 ножки. Тир-линза очень напоминает тир-линзу фонарика А641. Точно такой формат, но вот здесь тир-линза больше диаметром. И имеется под наши 4 ножки, соответственно, вот такие вот 4 точечные посадки. Ну вот наша тир-линза имеет следующий вид. Тир-линза у нас защищена стеклышком. И все это дело проложено, видите, резинкой. То есть для хорошей влагозащиты. Также резинка установлена и на самом безеле. Ходят споры, стекло просветлено, не просветлено, друзья. Вот. Я вам тоже, честно, не скажу точно, но стекло настолько четко все передает, никаких искажений нет, поэтому я думаю, что оно все-таки просветлено. И когда стеклышко у нас одето, ну, соответственно, все в сборе, наблюдаются такие голубоватые блики, что, наверное, говорит о том, что оно все-таки просветлено. Ну что ж, собираем наш фонарик. Опять же, будьте внимательны при установке тир-линзы. Она должна стать на свое место. Вот, она упала 4 своими ножками на свои посадочные места. И теперь потихоньку, аккуратно зажимаем безель. Вот, резинку смотрим, у нас никуда не выскочила. Все, в принципе, отлично. Ну что ж, собираем наш фонарик и будем с вами, как говорится, его тестировать. Так, поскольку наш фонарь заявлен, что у него есть защита от переполисовки, значит, смотрите, плюсом ставлю кверху, зажимаю крышку. Крышку зажимаю очень хорошо, так как вы все знаете, что малейший вот откат ведет к механической блокировке нашего фонарика. То есть он не будет работать. Поэтому крышка у меня закручена до конца. А перед этим мы с вами сделаем контрольное взвешивание. На весах 0. Ставим наш фонарик и получаем 172,6 грамма. Итак, еще раз. 172,6 грамма. Весит наш фонарик, опять же, без темлячка. Ну что ж, настало время включить на обратной полярности. И как мы видим, ничего абсолютно не происходит. То есть у фонаря как бы сработала на это все дело защита. Откручиваем, меняем аккумулятор как нам нужно. Вот опять же, видите, наша крышка даже может держать аккумулятор. А пружинкой уже аккумулятор такой тяжелый не достанешь. Кстати, давайте взвесим мы отдельно аккумулятор. Людям ведь интересно бывает, что да как. 66,2 грамма весит наш аккумулятор. Вот. Теперь заряжаем все правильно. Закручиваем нашу крышку.
Вот, и немножечко я сделаю шаг назад. Это у нас будет механическая блокировка. Смотрим, включится ли наш фонарик. Видите, буквально чуть-чуть откручена назад крышка, и уже у нас контакта нет. Зажимаем крышку до конца, включаем наш фонарь, пожалуйста. Все у нас, друзья, работает. Наш фонарик, он может работать как Powerbank. Но для этого нам нужно обзавестись кабелем Type-C на Type-C. Итак, демонстрирую работу Powerbank. Фонарь он у меня полностью заряжен. Включаем наш фонарик и подключаем наш телефон. Пожалуйста, пошла зарядка. Все, как говорится, как положено. Да, вчера у меня было написано быстрая зарядка. Сегодня почему-то быстрая зарядка не написана. Не знаю, с чем и как это связано. Будем посмотреть, как говорится, будет ли наш фонарик, друзья, работать без аккумулятора на зарядке. Для этого я подключил кабель к источнику питания. Вынимаем аккумулятор и подключаем к нашему фонарю. Проверим, будет ли он работать без аккумулятора. Бывают случаи, аккумулятор садится, а у вас где-то в походе есть Powerbank. Вот, и смотрим, будет ли он работать. Видите, все работает, режимы уменьшается, увеличивается, средний и высокого режима уже у нас нет. А если турбо, хоп, и его вышибает. То есть мораль всей басни такова: работать вы можете на зарядке, вот без аккумулятора, но не на турбо режиме. Значит, что касаемо индикаций. Сейчас у нас, видите, горит красным, а-ля фонарь заряжается. Когда фонарик наш зарядится, соответственно, с аккумулятором, цвет наш поменяется на зеленый. Ну а состояние зарядки нашего аккумулятора вот следующее. То есть, если мы включаем наш фонарь, давайте мы это все дело отключим, соберем, да я, наверное, покажу. То есть, при полностью заряженном аккумуляторе цвет нашей кнопочки полностью зеленый. Как только наша кнопочка замигает, значит, заряд у нас составит от 50 до 75%. Как только загорится красным, наш заряд составит от 25 до 50%. И как только замигает красным, следовательно, нам фонарик говорит, что заряд менее 25%, и пора бы его уже подзарядить. Ну, не сказал зеленый полностью горящий цвет, это обозначает, что заряд составляет от 75 до 100% заряда аккумулятора. Теперь, друзья, давайте посмотрим на инструкцию, и я вам покажу, вот сколько же работает наш фонарик в разных режимах. Есть карта режимов. Это все мы с вами посмотрим, но хотелось бы мне показать вам, не знаю какой язык, но допустим на этом языке, да. Давайте смотреть, что мы здесь имеем. Итак, на 3 люминах наш фонарик сможет проработать 325 часов. Очень-очень много. На 30 люминах 68 часов. На 200 люминах у нас идет 12,75 часа. И вот здесь начинается у нас стабилизация, да. То есть на 750 люминах наш фонарик сможет проработать всего лишь 1 час. Потом идет сброс, то есть на высоком режиме, потом идет сброс до 350 люмен, и на 350 люменах он работает еще 1,7 часа. Далее идет сброс до 220 люмен, и на этом режиме он сможет проработать 1,5 часа. А вот с режимом турбо не все так, как говорится, сладко, в принципе, как и во всех фонариках. То есть на 3100 люмен он сможет проработать всего лишь у нас 2 минутки, друзья. Далее идет сброс до 75 люмен, на которых он будет работать 2,5 часа. Но остальные режимы нам уже как бы не интересны, и смотреть мы все это дело не будем. Да, друзья, но режимы режимами, а вот здесь у нас указано, что все эти данные получены при тесте нашего фонарика. Почему все блогеры это умалчивают, я не знаю. А тестировалось это все на аккумуляторе 4000 мАч. А у нас в фонарике, вы все знаете, стоит 5000 мАч. Поэтому все эти показания мною ранее прочитаны, будут немножечко увеличены в реальности. Вот. Теперь переходим
просмотру наших режимов и идем смотреть кадры, записанные мною ранее, ну, ночные кадры. Итак, нажимаем кнопочку, держим, и у нас включен режим 3 люмена, то есть самый экономичный режим. Далее нажимаем кнопку, держим и смотрим. И наш фонарик ступенчато начинает переключаться, то есть от низкого к высокому режиму. Низкий, средний и высокий. Низкий, средний и высокий. Останавливаем на любом режиме. Нажимаем 2 раза быстро кнопочку. Раз, два. И бах, получаем турборежим. Однократное нажатие кнопки приводит к предыдущему включенному режиму. У нас есть память. То есть выключаем наш фонарик, включаем опять. И опять же он у нас включается на той яркости, на которой мы с вами его выключили. Ну вот, сейчас посмотрим на цветопередачу. Получится у нас на елочке или нет. Ничего не нашел более яркого, чем новогодняя елка. Итак, включаем. И вот такой у нас получается свет заливной. И вот такие вот, друзья, цвета. Думаю, все более чем насыщенно. А давайте теперь турборежим. Бах! И, пожалуйста, все красочно, ярко, красиво и шикарно. Вот у меня тут собака спит под елочкой, подхрапывает. Так что цветопередача просто шикарная, более 90%. Я вам показал уже механическую блокировочку. У нашего фонарика есть блокировка и электронная. 4 быстрых нажатия приводит фонарь в блокировку. Раз, два, три, 4. Фонарик 2 раза мигнул, сказал, что я друг на блокировке. Следующее нажатие, двойное мигание, и на этом все. Из блокировки все тех же 4 нажатия. Раз, два, три, 4. И фонарик наш включается. Из включенного состояния фонаря мы можем включить стробоскоп. Для этого нам надо 3 раза быстро нажать нашу кнопку. Раз, два, 3. И вот мы получили строп. Строп такой не слабый, да? Смотрите, как прикольно в камеру видно. Да, строп не слабый. Строп работает у нас на 3100 люмен. Вот. Следующее тройное нажатие включает режим SOS. А вот режим SOS, друзья, у нас уже работает всего лишь на 200 люменах. И сделано это, видимо, потому, чтобы максимально увеличить жизнь аккумулятора, чтобы мы с вами максимально долго, конечно, не дай бог, да, могли подавать сигнал бедствия. Следующее тройное нажатие включает у нас вот такой вот, друзья, маячок. И если прислушаться к корпусу фонарика, то слышны какие-то там щелкания, либо удары. Вот только слушаем. Надеюсь, вам было слышно. Следующее нажатие опять приводит наш фонарик к включенному состоянию. Итак, вы посмотрели на ступенчатую регулировку. Теперь же давайте посмотрим, как переключиться на плавную регулировку. Вот смотрите, какой хороший заливной свет. Так, это у нас какой режим? Наверное, не турбо. Раз, два. Во, бах, турбо. То есть белый, отличный свет. Вам на камеру кажутся, видите, грани вот этого кольца светового пятна желтые. Но на самом деле, друзья, это все идеально белый свет. Белый, приятный, широкий свет. Так, хорошо. Значит, переходим из включенного состояния. 4-кратным нажатием мы перейдем в режим плавной регулировки. Раз, два, три, 4. Фонарь мигнул и сказал: я друг в плавной регулировке. Опять выключаем, нажимаем кнопочку. Все те же 3 люмена включаются. Можем чего-то там посветить, да. Вот. Ну и следующее нажатие у нас будет, приведет наш фонарь к плавной регулировке. Смотрим. Хоп, видите, было моргание. Фонарик сказал: друг, я уже в турборежиме. Да-да, друзья, не в максимальном, а вот плавная регулировка у нас приводит от низа к самому турборежиму. То есть следующее двойное нажатие, видите, ни к чему у нас уже не приводит. Вот так как-то это все дело работает. Так, теперь фонарь мгновенно разогревается. Включаем наш тепловизор. И посмотрим, что да как у нас покажет наш фонарик. Очень хорошо. Вот здесь вообще не взяться руками, друзья. Вообще.
как, не знаю, раскаленная палка. Ну и вот смотрим, что нам видно, тепловизор. Так, как же тут бликануть? Вот. Вот наш весь фонарик, и вы сразу видите на температуру относительно низа и верха. То есть вот наша головка, и на нашей головке температура уже 60,5, считай, градусов. Да, печет уже пальцы мне, вот честное слово. 60, сейчас будет 2, наверное, градуса. Нет, пока я говорил, пока загружался тепловизор, видите, идет падение. А падение нам говорит о том, что у нас наш фонарик сбросил свой световой поток. То есть сработал термоконтроль. Для этого мы с вами опять его включим в турборежим. Да, не удержать. И теперь будем с вами наблюдать вот рост температуры. Рост температуры составит порядка 63 градусов. И опять у нас пойдет падение нашего освещения. Вот 63, 63,2, 63,1, 63,2. И сейчас фонарик начнет сброс. Еще пока набор. Указано, что он работать может 2 минуты. Но 2 минуты, как бы он, друзья, даже и не работает в турборежиме. Все, пошло падение, 63,4 замерло и пошло падение. Видите, все, фонарь сбросил свой турборежим и переключился в максимальный режим 750 люмен. Все, я держать больше не могу, просто пекут пальцы. Ну а вы смотрите, или давайте я вам продемонстрирую, то есть относительно головки вот 60 градусов с копейками, да, и давайте посмотрим низ. У нас уже 43, друзья, градуса. То есть в руке держать фонарь просто невозможно. Поэтому турборежимом, конечно же, мы с вами будем пользоваться довольно редко. Так, ну а что у нас сейчас? Сейчас по плану будем смотреть работу нашего фонарика на улице. Эти кадры я уже отснял и представляю к вашему вниманию. Я поменял локацию, извиняюсь за звук, на улице ветер. Вот, ну что, давайте включаем эко-режим. И вот мы что видим, такое пятнышко сугубо перед собой. Вот, гаражи практически никак не освещаются, то есть гаражи освещаются сзади стоящим фонарем. Следующий у нас будет низкий режим. Уже кое-что, вот, уже на гаражах, видите, освещение какое-то есть, да? Довольно неплохое, свет хороший, широкий, порядка 80 градусов. Средний. Супер видимость. Высокий. Вот аж слепит. Снежок идет маленький. Так, ну и турбо. Бах. То есть как день, как сварка. Все, вся улица буквально освещена хорошим заливным светом. Широким. Вот так это из близкого расстояния. Так, друзья, выглядит привычная вам из предыдущих моих обзоров обстановка. Итак, эко-режим. Нигде ничего не видно, только вот видите перед собой ступеньки, да и все. У меня, кстати, стоит собачка. Альмира. Вот, опять же, обратите внимание на цветопередачу, то есть собака у меня шоколадный лабрадор. Шоколад, он, как говорится, и ночью шоколад. Отлично все видно. А мы включаем низкий режим. Вот так все это дело видно на низком режиме. Видите, гараж практически полностью освещен. Конечно, земля и трава не так хорошо видны, но зеленые или близко к зеленому есть зеленое, да, так как сегодня у нас 30 декабря. Средний режим. Уже у нас можем ехать смело и на велосипеде, и куда-то идти пешими прогулками. То есть хороший заливной свет, видите. И трава у нас зелененькая, позеленела от света. Высокий режим. Вот такой вот заливной свет. И березки видны там вдалеке, да. Все отлично, просто видно. Ну и, друзья, турборежим. Это просто, как я говорю, сварка. Но, к сожалению, эта сварка работает недолго. Она сваливается по термоконтролю. На этом, друзья, все. Будем с вами прощаться.
Всего вам хорошего, хорошо встретить Новый год. Всех благ, огромного здоровья и до новых видео. Пока. Желаю, чтобы все.